Привет! Меня зовут Надежда. Сегодня я хочу показать, как я делала витраж с помощью красок Malibu и Vitrail. Также пользовалась контуром от Decola. На самом деле создание витража это очень увлекательно. Если вам захочется попробовать такую технику, то не обязательно покупать дорогие краски, которые долго сохнут и к тому же еще и пахнут. Можно вполне обойтись красками на водной основе. Например, от той же Decola. Давным-давно я как раз и работала именно с такими красками. И витражи, на мой взгляд, получались тоже очень интересные, выполненные красками на водной основе. Так как я безумно люблю разные символы, а также глаза и треугольники, я не смогла удержаться и первую свою работу в этом году решила сделать именно с треугольником и глазом. Также решила дополнительно декорировать стекло по талью. Для ее нанесения мне понадобится специальный клей. Набираю на кисть немного клея и прохожусь по тем местам, где нужно золото. В моей работе это звезды, блики на пузырьках и часть глаза. После того, как клей немного схватился, стряхиваю лишнее сухой кистью. Контур для картины, или скорее арт-объекта, решила взять от Decola. И покажу небольшую хитрость, как сделать линию супер ровной. Делается это с помощью линейки. Самое главное, линейку потом аккуратно отнять от стекла и протереть, чтобы не размазать краску. Пока краска не высохла, ее можно просто стереть влажной тряпочкой. Даю контуру подсохнуть. У меня он сох где-то минут 30. На это время я как раз удалилась на чай с печеньками. Удобнее всего цвета подобрать заранее, так можно увидеть сочетаемость цветов еще на ранней стадии. Если что-то не понравится, то просто заменить. Совсем забыла про точки тени. Работая алкидными красками, можно просто набрать цвет на кисть и переносить его на нужную область капельным способом. Поверхность получается объемная и красивая. Главное посматривать на места соединения краски с контуром, чтобы вовремя устранять воздушные пузырьки, которые будут видны на просвет. Если собираетесь покупать алкидные краски, не поскупитесь на баночку с прозрачной краской, медиумом. С помощью него можно создать множество оттенков от имеющейся краски. Свойства краски при этом не потеряются. Витражи это ярко, красиво, восхитительно. Это просто восторг. И мне кажется, такой вид деятельности по праву должен считаться релаксирующим. Потому что работать с такими красивыми цветами одно удовольствие. Конечно, если вы работаете вот с такими красками, которые я использовала в этом видеоролике, обязательно не забывайте проветривать помещение. Темные края, которые светлеют к центру. Так появляется глубина.
Теперь работа должна подсохнуть хотя бы 24 часа. Переворачиваю работу и на незакрашенные части наношу клей и поталь. Убираю лишнее, закрепляю лаком. Можно пройтись и кисточкой, но из баллончика гораздо быстрее. Витраж, по сути, это просто стекло, краска и контур, но выглядит необыкновенно. Я долго думала, как сделать витраж таким, чтобы он отражал свою функцию, чтобы сквозь него просвечивало солнышко, и чтобы ничто не загораживало его. Сейчас я уже решила делать вот такие вот подставочки деревянные. Но так как этот брусок еще только экспериментальный, и в принципе у меня еще не отлаженная работа, принципы по нему, поэтому ограничусь лишь тем, что это просто брусок, и посередине выпилена ложбинка, в которую вставляется стекло. Но если кому-то интересно именно создание такой подставочки, то напишите в комментариях. И я постараюсь сделать видео в ближайшее время. Чтобы задник выглядел опрятно, хочу его затонировать. Сначала белой краской, потом фиолетовой, а последний слой делаю черным. Позже на просвет будет видно мелькание фиолетового и черного цветов. Самое сильное отличие водных красок от алкидных – это характеристика кристальности и прозрачности. У алкидных она намного выше, и работа от этого выглядит очень качественной. Работая с водными красками, могут оставаться следы от кисти. Краска может неровно высохнуть, и она не такая прозрачная, как алкидная. Но зато она не имеет запаха и безвредна для человека, а также быстро сохнет. Подписывайтесь на мой канал и нажимайте на колокольчик, чтобы не пропустить новое видео. Вот такой витраж у меня получился. Я уверена, если вы захотите, у вас получится так же и даже лучше. Самое главное, можно придумать какой-то свой образ, свои картинки. Можно просто даже нарисовать квадраты и круги и раскрасить их. Они также круто будут смотреться, как и что-то детализированное. Свет, цвет — это так прекрасно. Желаю вам творческих успехов. С вами была Нерианда. До новых встреч!